Здравствуйте, друзья! Это канал «В гостях у Аннушки». Сегодня я буду готовить очень вкусные заварные пирожные с хрустящей корочкой. Первым делом предлагаю приготовить кракелин, его также называют еще штройзель. Готовится все очень просто. Для него нам понадобится мука 50 грамм, это 2 столовые ложки, 50 грамм сахара и 40 грамм сливочного масла. Если штройзель вы хотите окрасить в какой-нибудь цвет, на данном этапе добавляйте пару капель красителя в муку или в сахар. Все хорошо перемешиваем. Получается вот такой вот комочек теста, теперь его нужно раскатать между двумя листами пергамента. Тесто раскатываю очень тоненько, толщиной примерно миллиметр, максимум 2 миллиметра. Вот так вот рукой проверяю, чтобы не было нигде толстого слоя, чтобы все было примерно одинаковой толщины. Теперь тесто нужно отправить в морозилку на минут 15. После этого достаю тесто, вот так вот немного проведу рукой, чтобы бумага хорошо отошла. Снимаю бумагу с одной стороны, переворачиваю и снимаю с другой стороны. Теперь нужно вырезать заготовки. У меня вот такая вот формочка диаметром 4 сантиметра. Пирожные я буду отсаживать примерно такого же размера. Если вы будете делать пирожные побольше, тогда и вырезку делайте тоже побольше. Размер заготовки должен быть чуть больше, чем размер пирожного. Такие заготовки, конечно, можно сделать, когда уже отсадите пирожные, но я вам не советую этого делать, так как тесто очень быстро размораживается. Посмотрите, пока я вырезала тесто, оно уже вот так вот растаяло, поднять его невозможно. Поэтому я снова его накрываю бумагой и отправляю в морозилку. Достану уже тогда, когда отсажу пирожные. Но я вам все-таки хочу посоветовать сделать такие заготовки заранее, сложить в контейнер, между слоями проложить бумагу, чтобы ничего не склеилось. И когда отсадите пирожные, просто достаете все из морозилки. Теперь готовлю тесто. Для этого беру 150 грамм муки, это 7 столовых ложек с небольшой горкой. Отмеряю 125 мл молока и 125 мл воды. Беру кастрюлю с толстым дном или сотейник, отправляю туда 100 грамм сливочного масла, выливаю воду с молоком, добавляю щепотку соли, примерно пол столовой ложки сахара и отправляюсь к плите. Довожу все до кипения, а тем временем яйца пробиваю блендером. У меня здесь 5 яиц первой категории. Когда молоко вот так вот хорошо закипит, нужно всыпать муку одним махом и хорошо все быстренько перемешивать. Я тесто буду делать в планетарном миксере, поэтому молоко переливаю просто в муку. Все быстренько перемешиваю. Когда все перемешала, перекладываю тесто обратно в кастрюлю и отправляюсь к плите. Если вы будете вымешивать тесто руками, тогда просто все перемешивайте в кастрюле на плите на среднем огне. Заваривать тесто нужно аккуратно, следите за тем, чтобы оно не горело. Сейчас нам нужно максимально избавиться от жидкости. Когда появится на дне кастрюли вот такая вот сухая корочка, тесто готово. Следите за тем, чтобы тесто не горело, при необходимости лучше убавляйте огонь. Тесто готово, теперь его все время перемешиваю для того, чтобы оно остыло до температуры 30-40 градусов и только потом начинаю вводить яйца. Температуру можно определить также по тактильным ощущениям, она должна быть просто тепленькая. Теперь понемногу добавляю яйца, влила примерно 20 мл, перемешала до однородности и снова добавляю порцию яиц. Яйца добавляю постепенно, после того как тесто стало глянцевое, начинаю проверять его на густоту. Готовое тесто должно с лопатки стекать цельной такой пластинкой и не рваться. У меня тесто еще густое, поэтому добавляю еще капельку яиц и снова проверяю. Все, тесто мое готово. Посмотрите, как оно стекает с лопатки. У меня осталось примерно половина яйца, у вас может остаться меньше или больше. Это норма, рассчитать точное количество яиц невозможно. Готовое тесто сразу перекладываю в кондитерский мешок, обязательно делаю вот такую вот заглушку, чтобы тесто не вытекало, и буду отсаживать пирожные. Перед тем, как отсаживать пирожные, у вас уже должна быть разогрета духовка на 190 градусов. Обязательно включите ее заранее. Отсаживать пирожные я буду на пергамент. Пергамент закрепила при помощи теста, чтобы он не ерзал.
Отсаживаю пирожные при помощи вот такой круглой насадки, мешок держу вертикально. Обязательно оставляю расстояние между пирожными, так как они очень увеличиваются во время выпекания. Если получились вот такие вот остренькие кончики, их можно убрать. Намочите палец в воде и вот так вот немножко придавите. У меня противень большой, все пирожные поместились на одном противне. Если у вас маленький противень, тогда выпекайте в 2 партии. Теперь достаю штрозель из морозилки, стараюсь аккуратно и очень быстро снять бумагу с 2 сторон и разложить заготовки. Это надо сделать очень быстро, чтобы он не успел растаять. Лично я никогда не успеваю быстро все разложить, поэтому и вам советую сделать заранее заготовки. Когда я подготавливаю заготовки, остатки теста также раскатываю, делаю из них заготовки, остатков теста практически нет. У меня все готово, отправляю противень в середину духовки, духовка обязательно хорошо разогрета. Первые 15 минут выпекаю при температуре 190 градусов, после этого убавляю огонь на 165 градусов и выпекаю еще 15-20 минут. Первые 30 минут духовку ни в коем случае не открываю, иначе все пирожные осядут. Пока выпекаются пирожные, я готовлю крем. Для этого беру 500 мл молока, ставлю на огонь. Также в крем беру 2 яйца. Вместо 2 яиц можно взять 5 желтков, тогда крем будет еще вкусней. К яйцам добавляю 50 грамм сахара. Также смотрите по вкусу. Крем получается не очень сладкий. Сюда же добавляю 25 грамм крахмала, это 2 неполные столовые ложки с половиной. Также добавляю 25 грамм муки. Все хорошо перемешиваю. Чтобы не было комочков, лучше сахар, муку и крахмал перемешать до однородности и после этого добавить к яйцам. Молоко к этому времени уже горячее, понемногу наливаю его в яичную смесь, вливаю примерно половину, все хорошо перемешиваю и переливаю обратно в ковш. Отправляюсь к плите. Крем я варю на огне чуть выше среднего, непрерывно помешиваю. Когда крем вот так вот хорошо загустел, появились бульки, варю в течение минуты и снимаю с огня. В горячий крем забрасываю 80 грамм сливочного масла, все хорошо перемешиваю. После того, как масло растаяло, накрываю крем обязательно в контакт пленкой, для того, чтобы не собирался конденсат и крем не заветрился. Крем немного подостынет, и я уберу его в холодильник, чтобы он стал более плотный. У меня прошло 40 минут, и пирожные мои готовы. Готовые пирожные должны быть полностью сухими и при постукивании издавать глухой звук. Если некоторые пирожные остались еще влажные, отправьте весь противень в духовку еще на пару минут. Мам, я буду есть 2 штучки. После того, как пирожные остынут, в них нужно сделать отверстие для того, чтобы наполнять кремом. Это можно сделать вот такой вот насадкой или просто ножом. У меня прошло время, я достаю крем из холодильника, добавляю ванилин, все хорошо перемешиваю и наполняю кондитерский мешок. Сейчас покажу вам еще один вариант, как можно наполнить пирожные кремом. Сверху срезали вот так вот шапочку. Отсаживаем немного крема и сверху добавляем любимые ягоды. Десерт готов, можно подавать. И еще один совет, друзья, чтобы такой десерт подавать хрустящим, лучше всего наполнять его кремом перед самой подачей, чтобы пирожные не успели отмокнуть. И гости попробовали хрустящий вкусный десерт. Такие пирожные без крема тоже очень вкусные. С кремом, конечно же, они получаются еще вкуснее. Надеюсь, вам все понравилось. Не забывайте комментировать, подписываться на мой канал и обязательно нажимать на колокольчик. Всем спасибо за внимание и пока!